Ребята, всем добрый день, с вами Влад. Сегодня мы будем играть в игру Zero City. И сегодня нам подогнали комплект фараона. И я расскажу, насколько он хорош, можно ли его собрать легко вообще, и стоит ли его собирать, все самое, конечно же, важное. Итак, начнем, наверное, с его так называемого описания, то есть 6 из 6, он создает вспышку на 3 бойцах, наносит химический урон, восстанавливает 75% от нанесенного способностью урона и многое-многое другое, что будет сейчас показано у нас в видео. Самое интересное, конечно же, это когда он запускает при смерти скоробеев, это ульта, и если он убивает врага, он реанимируется. Вообще очень прикольно будет собрать, конечно, его с очисткой кэша и химией музыки. В этом случае он будет просто вставать, дамажить, если его будут убивать, и ложиться снова, что очень хорошо отразится на его уроне. Также, конечно же, это резонанс, когда режется восстановление здоровья и не могут получать щиты, что достаточно важно на данный момент в игре. Итак, давайте рассмотрим уже видео боя, который сейчас вот я вам покажу. У нас 59 секунда. Итак, начинается бой. У меня 0,5 на скорость. Итак, посмотрите. На 57 секунде он выстреливает специальным таким ракетой, как я понимаю. И она срабатывает как? На пехотинце, на химике и на стрелке. То есть троим бойцам противника наносится урон. Итак, самая первая его функция, то есть сразу же выдать урон, она сработала. У нас была 57 секунда. Смотрим, когда дальше она сработает. То есть у меня на 51 52, если я не ошибаюсь, она срабатывает. Да, то есть на 52 он уже поднимает оружие, чтобы стрелять. То есть это таймер кулдауна данной способности комплекта, первой же, около 5-6 секунд, не больше. Также он выпускает разных жучков, но из-за того, что... Хотя вот, к примеру, тут должно быть видно вроде бы. Нет, к сожалению, не так хорошо это видно, как хотелось бы, конечно же. Давайте подождем, может быть, наши скоробеи будут видны, как они вылетают из танка вообще. Хотя запись, вот, там было, по-моему, как раз, как скоробей вылетал. К сожалению, они летят очень быстро от самого фараона, и засечь данную фишку безумно сложно, к сожалению. Но в одном из боев, когда я тестировал, я увидел, как вылетают как раз таки скоробей, бегают по полю. Я это чуть-чуть позже вам покажу. Давайте уже. Еще один бой, но уже тут с пехотинцем и стрелком. Давайте посмотрим. Скорость 0,5. То есть опять он сразу же кидает у нас, точнее мины кидает лазутчик в химиков. Смотрим на нашего фараона. Лазеры летят еще тут во всем. Итак, сейчас я хочу показать вам, как работает способность ульта, так называемая. То есть, как вы видите, в этом моменте на 51 секунде у меня умирает правый фараон. И в ту же секунду он кидает скоробеев, то есть ульту, в химика и еще в других бойцов. То есть, смотрите, вот синяя это вот штучка, которая, линия, которая летит, это вот скоробеи, которые попадают, опять же, в наших бойцов. Он, то есть, умирает, даже несмотря на то, что на нем конфузия висит, умирает левый фараон, и в ту же секунду он
встает, то есть правый, и начинает продолжать бой. То есть, как вы видите, покадрово, если мы смотрим на данный бой, вот, смотрите, опять же, вылетает, к примеру, еще одна способка, которую я как раз хотел показать, как из танка, когда попадает в танка скоробей в самом начале боя, в основном это, конечно же, происходит, когда встает только наш боец, он кидает самих скоробеев, а также срабатывает одна из его способностей комплекта. Нам надо помнить, что способка самого фараона это каждую секунду из всех бойцов противника, текущее здоровье которых меньше 50%, как мы видим как раз таки у данного танка меньше 50%, вылетают скоробеи в 3 ближних бойцов противника, нанося 400 тысяч химического урона. То есть вылет и поглощено, смотрите, поглощено 229 тысяч, то есть урона. В этом случае, то есть фактически половина того урона, что должно было быть выдано, он поглощает у меня лазутчик в этом случае. Также, конечно же, срабатывает способка первая, то есть это красный такой щиток, который не щиток, а в красном цвете то, что окрашивается боец, смотрите, на, опять же, 57 секунде. То есть мы видим, как вылетают скоробеи. Вот они такие красивенькие у нас. Тут опять же тоже на 54 так вот секунде. То есть опять же способка, при которой то есть у бойцов меньше 50% здоровья, у которых вылетают в других бойцов скоробеи, нанося урон. То есть и смотрим, попадают они в нашего танка, и, конечно же, они наносят ему достаточно серьезный урон, это 111 тысяч на данный момент, то есть часть урона попадает по работяге наверху, и часть в танка влетает. Итак, продолжаем смотреть, то есть у нас на 51 секунде происходит самое интересное, срабатывает ульта, которая поднимает нашего красивого фараона, он справа у нас он красавчик, он смог убить чужого фараона, себя поднял к тому же, а вот слева, к сожалению, фараон не сделал то, что нам было нужно. То есть в него, как вы видите, попадают скоробей, он умирает, сразу же от него, как вы видите, то есть смотрите, покадрово, если мы будем рассматривать, то есть 51 секунда и на примерно 50.05 секунде вылетает направо скоробей, но, к сожалению, он не убивает стрелка нашего, потому что тот стоит в стазисе от брони. На нем есть броня из кратера с прототипом, которая кидает его в стазис на 5 секунд. И из-за этого она спасает его, он выживает. И левый фараон, он не наносит достаточного урона, чтобы убить стрелка. Поэтому бой будет наверняка за правым отрядом, потому что справа химик жил дольше, и тут остался бедный танк, который, конечно же, упал. Итак, смотрим просто по урону. Тут, как вы видите, огромное количество урона нанес наш фараон, 12 миллионов. И сейчас дальше будем рассматривать еще, как он себя показывает. Также надо отметить, когда попадает резонанс, то есть это сейчас в самом начале боя, то есть что делает у нас эта способка, то есть 57-я, 56-я секунда, и он попадает, то есть данный резонанс вот красненького цвета, сам по себе этот резонанс, что он делает? Цель способности все бойцы противника в небольшом радиусе вокруг нее каждую секунду получает химический урон, равный 15% от их максимального здоровья. К сожалению, у меня это не показано, не видно, по той простой причине, что на моем лазутчике там броня стоит, которая в стадис его кидает, и из-за этого оно так хорошо не видно. Поэтому, к сожалению, опять же, вот,
все проходит, и урона не наносится, но по факту там урон в размере 15% от их максимального здоровья он проходит. Я потом в боях проверил это, и все работает как надо. Итак, думаю, нам надо посмотреть реальные бои, как наш фараон покажет себя. Итак, смотрим. Закончился бой моей победой. Смотрим на цифры и показатели. Думаю, надо сравнивать самого фараона вообще с фаерволом. Фаервол достаточно хороший такой комплект. Я его, к сожалению, должен был убрать по той простой причине, потому что я добавил фараона. Итак, смотрим по цифрам. И я могу сказать то, что цифры прямо впечатляют. Почему? Вот мой поджиг, он фактически полностью в модификациях, и фараон, у которого фактически нету ничего, кроме вот бутылки, которая поднимает урон. Все. То есть, как вы видите, цифры просто огромные, которые показывает наш фараон за короткий период боя. То есть у нас бой закончился за 8, хотя не короткий, 18 секунд. Там все мои бойцы оказались живы в этом случае. И я хочу сказать то, что фараон очень хороший химик в плане урона. То есть если у вас есть поджиг и фараон, то они могут создать прекрасную комбинацию. Как вы видите, у нас 2 бойцов убил фараон, 3 бойцов убил поджигатель. Еще один бой с более сильным противником в данном случае. Смотрим, тут уже все химики умерли. Биотехнолог поднял поджига, хочу отметить. И смотрим, какой будет показан урон. Поджиг вынес 6 миллионов. Смотрите, 6 миллионов. И это с учетом того, что поджиг был поднят биотехнологом, то есть у поджига был еще шанс нанести дополнительный урон, а вот фараон как умер, так он и умер. У них у обоих одинаковое количество убийств, но просто посмотрите на этот урон. В 1,5 раза в данном случае наш фараон нанес больше урона, чем поджиг. Но, опять же, поджиг впитал в разы больше урона, чем наш фараон. И последний бой с ареной такой вот, который, где мы тестируем наши комплекты. У врага 39 миллионов мощь. Тут поднимаются мои химики. Жаль то, что у меня фараон умер и не хочет ни в какую вставать, и химики другие его не хотят ни в какую поднимать, они обиделись, то, что он типа новенький, наверное. Итак, как вы видите, поджигателя там биотехнолог поджигал, точнее, биотехнолог поднял его несколько раз. Тут урон у поджига в разы, конечно, больше, это почти в 2 раза, но должны учесть то, что у нашего фараона нету ни стазиса, ни сейв обилок, которые бы его сейвили, ни модификаций к тому же. А у поджигателя это сущности намного больше урона, у него и мощно, миллион мощи больше у моего поджига, чем у фараона. Но даже с учетом этого, благодаря моим химикам, я смог 25 миллионами победить 39 миллионов мощи у врага. Под конец я еще хочу показать 2 боя. Это один мой соклан и с еще одним человеком из игрок Альянса. Мы рядом, Саид. Давайте сначала посмотрим с Виски Танго Фоксом. Я ему до этого проиграл бой, когда мы бились с ним, и у меня был фаервол в команде. То есть смотрим, что будет с моими химиками. Посмотрите, тут сам фараон вообще такой фуловый. То есть у меня уже 4 химика, как вы видите. Шанс того, что я смогу выиграть бой, огромен. То есть я по факту его смог победить в данном случае, конечно же, потому что его химики умерли раньше, чем мои.
И я хочу посмотреть на урон, который покажет нам фараон и который покажет нам поджиг. Итак, спустимся чуть ниже. Тут ликвидатор, лазутчик. В группировке у нас виски, не знаю кто, а вот у меня они спецы по выживанию. То есть смотрим, во-первых, фараон у нас наносит 8 миллионов урона, а поджиг нанес 5 миллионов урона в этом случае. То есть, как вы видите, наш фараон наносит просто огромное количество урона. Плюс, как я понимаю, у него тут рез нарисован. То есть он встал сам же, то есть его убили, и он благодаря своей ульте встал. И он убил 4 противников, а поджиг убил 6 только. И еще один бой. На этот раз этот бой последний, то есть это у нас с Саидом из «Мы рядом». У него достаточно такой хороший отряд на 8 человек. Саид, мое почтение. Я решил показать наш бой. То есть мы сейчас смотрим, у нас, как вы видите, фараон сдох давным-давно, и его не поднимают ни в какую. Поджиг жил дольше. У меня он с арахнидом, в этом случае я с ним бился. Потом я уже, как вы видите, у меня был лазутчик в составе. Сейчас у нас будут подниматься химики снова. Опять же, вот биотехнолог, он поднял поджига. Поджиг поднял фараона, который фактически сразу же умер. Но он, как я понимаю, сделал свое грязное дело. Он, как только он встал, он сразу же выдал огромный урон чужому стрелку благодаря своей смерти. Итак, сейчас посмотрим на цифры, что самое интересное. У нас поджиг жил намного дольше, как вы видели, в битве. И смотрим, у нас поджиг наносит 7 миллионов с половиной урона, а наш любимый и всем уже любимый боец фараон наносит 8,5 миллионов урона. В общей сложности, что я могу сказать? А сказать я могу то, что фараон это новый топ-химик по урону. Если учесть то, что у него, смотрите, у него самая простая химическая броня, у него нету устройства, у него нету браслета, у него нету обвеса нормального, ни одного, ни второго. В общей сложности фараон очень хороший комплект. Красить его надо в красный цвет и только в красный. Советую всем его собрать. Собирается он со всех локаций. Надо и в бункер ходить, надо и на вокзал сгонять, еще и в туннели. Завтра как раз таки открываются туннели. И его собрать не так безумно сложно. То есть ящики выбиваете, можно взять, к примеру, X2, немного потратиться еды и закупить себе ящики, чтобы открыть и выбить потом части на фараона. Если я не ошибаюсь, это у нас части фиолетового цвета. Они падают достаточно часто вообще. Тут я открывал всякие разные другие ящики. Причем за армейские жетоны, то есть это не командирские, то есть выбить его будет не так сложно. Потом варите. Жаль то, что ядра нельзя купить на него, но это ничего. Мне лично комплект зашел, я его буду переваривать, я буду его красить, я оставлю его в команде. И жаль то, что фаервола уже нету места в моем составе, но думаю на 7-8 человек, 7-м химиком взять фаервола, 8-м бурана или же танка химика взять дополнительно, это будет самое то. От моего мнения таково, я всем советую собирать фараона, причем у него очень крутые ракетометы, то есть вот тут, к примеру, накладывает паралич, я видел заморозку на 2 противников на 1,5 секунды, также я видел страх, на 3 противников варили ребята, поэтому, ну что могу сказать, собирайте все. На данный момент это все. Хочу анонсировать анонс нашего розыгрыша, это 250 крипты каждому победителю.
Пишите ваш ID в комментариях, лайкайте видео, подписывайтесь, чтобы не пропускать другие видео в будущем. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.